Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену, где, как я думаю, может быть и встретится задачка на движение тела, брошенного горизонтально. Вот неплохая задачка из сборника задач по физике Московкиной и Волкова. Задача номер 172. Давайте с вами посмотрим, что это за задача. А наша задача 21:13. Так, задача. Смотрим. Тело брошено с обрыва в горизонтальном направлении со скоростью 10 метров в секунду. Высота обрыва 20 метров. Определить величину перемещения тела за время полета. Что самое главное здесь? Определить величину перемещения. Перемещение – это векторная величина, а у любой векторной величины есть и сама величина, то есть сколько конкретно, и еще направление. Ну, давайте с вами все-таки найдем перемещение как положено, и найдем с вами и величину, и направление этого перемещения. Давайте с вами будем разбираться. Итак, вот какой-то обрыв, неважно. Вот, и вот отсюда в горизонтальном направлении со скоростью 10 метров в секунду зафигаривают какое-то тело, да? Вот. Значит, высота известна. И вот отсюда, значит, это тело падает, бабах, приземлилось. Вот. И вот это вот у нас расстояние, которое оно пролетело, вот это вот расстояние, да, это у нас будет, ну, допустим, L. Ну, по идее, вот такой вот обрыв отвесный, да? Вот, L. Это L, а это у нас H. Причем H известен, 20 метров. Высота известна. Вот, 20 метров. Скорость известна. Ну, если я выберу ось вот таким вот образом, это у нас будет ось X. Значит, это Vx 10 метров в секунду. Все. А ось Y удобно выбрать вот таким вот образом. Вот так вот вниз делаешь, вниз будет падать. Ну и Y будет туда. Вот. А теперь самое главное, что же такое перемещение? Перемещение – это направленный отрезок прямой, который соединяет начальное положение с конечным. А вот и сам направленный отрезок прямой. Вот он. Да, вот у нас вот это вот есть не что иное, как перемещение. И мы с вами должны найти для начала его величину. То есть, ну сколько вот этот метров будет. Вот все. Так, ну что? Ну давайте посмотрим. Обозначим перемещение, скажем, буквой X. X это у нас будет перемещение. Вот. Ну, теорема Пифагора. X равняется квадратный корень h квадрат плюс l квадрат. Поэтому, поскольку h у нас имеется, должны поломать голову. Чему же равняется L? L. По оси X тело движется равномерно, потому что по оси X нет ни сопротивления воздуха, нет ветра попутного, будем говорить так, нет ветра, который мешает этому телу двигаться, ничего нет. Супер-пупер идеальное положение. Но раз так, значит мы должны найти это L, умножив Vx на время t. А время-то нам неизвестно, но его можно найти, поскольку по оси y это будет самое обыкновенное свободное падение, сжатое квадрат пополам. Ну и отсюда время будет равняться квадратному корню 2h, деленное на g. 2 намножить на 20, 40, делим на 10, 4, квадратный корень из 4, и мы получаем 2 секунды. Значит, L будет равняться 10 метров в секунду, вот я по этой формуле смотрю, на 2 секунды и получаем, опа, тоже 20 метров. Все. Ну а теперь что делаем? Подставляем сюда, ну 20 в квадрате,
400 и еще раз 400. Понятно, да? Будет квадратный корень из 800. Или 10 корень из 8. Ну, взяли, посчитали, да, и получили 28,28 метра. Ну, можно округлить. Там 28,3 метра получилось. Вот. Все. Ну, а теперь как быть с направлением? А направление это у нас между осью x, горизонтальным направлением, и между направлениями вектора. Вот. То есть мы с вами должны найти вот этот уголок. Обозначим этот уголок альфа. Ну и этот мы, либо этот уголок. Да? Вот. Горизонт и вот направление вектора. Эти углы внутренние накрест лежащие. Но физики договорились искать направление с помощью функции тангенс. Значит, тангенс этого угла, отношение противолежащего катета к прилежащему. 20 на 20, да? Вот. А это единичка. А известно, что тангенс 45 это единица. Значит, вот этот уголок будет 45 градусов. Вот. 45 градусов. По идее нужно здесь записать 45 градусов по направлению оси X и под этой самой осью. А еще физики определяют направление вот таким вот образом. То есть направление этого вектора, все-таки будет 360 градусов отнять 45. И получаем 315 градусов. Вот такое вот направление на самом деле будет у этого вектора. Вот все, что мне хотелось бы вам рассказать. Учите физику на самом суперском канале. ФЭП. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.